Весной 1942 года в оккупированный фашистами Таллин приезжает профессиональный разведчик Абвера Георг фон Шлоссер. Его задание – создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в советскую ставку. Для осуществления задуманной операции Шлоссер умышленно доводит до сведения советской разведки, что он прибыл в Таллин со специальным заданием, надеясь на то, что Москва направит к нему своего разведчика. Шлоссер рассчитывает захватить его и использовать для передачи дезинформации. Чтобы выяснить задание Шлоссера, в Таллин под видом немецкого офицера направляется советский разведчик Сергей Скорин. Шлоссер и Пауль Кригер, под этим именем Скорин действует в Таллине, знакомятся. Постепенно Шлоссер приходит к выводу, что Пауль Кригер – тот самый советский разведчик, которого он ждал. Чтобы окончательно убедиться в этом, он перестает встречаться с Кригером. Шлоссер рассчитывает, что советский разведчик так или иначе обнаружит себя, пытаясь восстановить контакт с ним. Положение под Сталинградом крайне напряженное, хотя есть признаки того, что силы противника начинают иссякать. Генеральный штаб поставил перед нами задачу выяснить состояние резервов противника, намерения и возможности его союзников. Нацеливайте своих людей на приобретение агентуры, имеющей доступ к стратегической информации. Особое внимание обратите на информацию о намерениях Японии. В кратчайший срок прошу доложить конкретные предложения. Все свободны. Виктор Иванович, разрешите задержаться? Слушаю вас, Николай Алексеевич. Виктор Иванович, я хотел посоветоваться с вами относительно Скорина. Я видел его сообщение. Что вас беспокоит? Получена шифровка от Августа. Там все прошло не так гладко, Виктор Иванович. Почему не доложили? Шифровка получена сегодня, в 5 утра. Сергей обнаружил за цветочницей слежку. Что? А как же люди Августа? Получается, что Сергей вышел на проваленную связь? Нет, все обошлось благополучно. Девушка уже в отряде, Август благодарит. Еще бы. Значит, Сергей прервал связь с подпольем и вынужден работать один. Вот об этом я и хотел с вами поговорить, Виктор Иванович. Шлоссер, Шлоссер. Кого же именно вы хотите послать в Таллин? Я нашел подходящего человека. Наш бывший сотрудник Петрухин. Бывший? Почему бывший? Петрухин. Петрухин. Я же приказал его отчислить. Смелый человек, но недисциплинированный, недостаточно контролирует свои эмоции. Удивлен, Николай Алексеевич. Мы даже понизили его в звании. Виктор Иванович, тогда мы с Петрухиным поторопились. Я знаю. Николай Алексеевич, я, кажется, достаточно ясно выразился. Петрухина увольнял я. Человек он недисциплинированный. Рисковать мы не можем. Все, вы свободны. Как поживает семья Скориных? Друг называется. Извольте проведать. Передайте привет от мужа. Скажите, в общем, подходящие слова найдите. Слушаюсь, товарищ майор. Об остальном поговорим позже. Ну что же, будем думать. Пишите рапорт. Ну, сколько же можно думать, барон?
Слушаю. Да? Здесь. Вас. Шлоссер. Так. Спасибо. В 40 километрах от Таллина зафиксирован радиопередатчик. Последняя группа цифр та же. Ну что же, игру в прятки будем продолжать. Пусть он меня ищет. Интересно, что он предпримет. Я же говорю, господин капитан, машина еще бегает. Вы за сутки сделали 300 с лишним километров. Дороги в тех местах мне знакомы. Шлоссер к тройке прикупает одну. Я слышал, Шлоссер собирается уезжать. Совсем? Не знаю. Значит, завтра снова в дорогу? Ну, бензин я заправлю. Можете заплатить потом. Я подожду. Нет на вас барона, Хауптштурмфюрер. Барон? Изображаешь, ты слишком много занят. Жаль, что он улетает. Я не смогу отыграться. Кто сдает? А невесту вы найдете, господин капитан. Вот, недавно был такой случай. Благодарю. Контакт с объектом потерял. Он может уехать. Приступаю к варианту Омега. Сергей. Здравствуйте. Вы меня испугали. Извините. Добрый день, капитан. Вы отчаянный гонщик, капитан. Обрадовался, увидев вас, фройлен. Вы забыли мое имя? Нет, что вы, я просто очень рад нашей встрече, фройлен Лота. Вы позволите вас подвезти? Почему нет? У меня свободное время. Я даже хочу развлечься. Мы можем просто прокатиться, капитан. Хорошо, давайте кататься. Я к вашим услугам. Куда прикажете? Не знаю. Наверное, прямо. Главное, никуда не сворачивать. Ехать всегда прямо. Да, счастливые те люди, которые могут двигаться только прямо. Вы думаете? А барон думает не так. Мне кажется, вы должны позвонить и спросить разрешения. У кого? Я не гимназистка. Я с удовольствием с вами покатаюсь. Ну, а что, если вдруг барон будет недоволен? Ну, если во всем слушать барона, можно умереть с тоски. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Начальство не обсуждают, тем более со мной. Может быть, вы все-таки позвоните? Да нет, и не подумаю. Так мы едем. Ах, да. Выпьем, Генрих.
В море этого долго не будет. Здравствуйте. А я вас не узнала. Вы чем-то озабочены, капитан? Пауль, вы меня интригуете. Я могу называть вас по имени? Ну так что вы хотели мне сказать? Мне надо съездить на один хутор. Не согласились бы вы сопровождать меня? Искать пропавшую невесту? Почему бы нет? Это даже интересно. Простите меня, подождите меня в машине. У вас прекрасный кавалер, фрейлин. В штатском он даже интересней. Поехали. Нет, Пауль, отвезите меня, пожалуйста, домой. Я вспомнила, у меня сегодня есть дела. Понимаю. Я сейчас вспомню. Сегодня понедельник. В субботу я приболела. Да, в последний раз я его видела в пятницу. Вы присаживайтесь. Благодарю вас. Я пошла к Хельге, это моя сестра, для того, чтобы взять у нее сливки. У нее на хуторе корова. Простите, а где живет ваша сестра? Улица Тункры, 22. Он как раз садился в машину напротив ее дома. Вы не ошиблись, это был именно капитан? Нет, не ошиблась, господин. А почему вы обратили на него внимание? У него был такой костюм, и потом он всегда ездил с кожаным чемоданом. Я еще подумала, вот человек, для которого нет войны. Он и здесь был 2 раза, пил кофе. Ну что же, благодарю вас, фрау. Кофе у вас весьма приличный. Вот улица Тункра. Да, верно. Он должен оставлять машину не далее, чем за 2 квартала от своей конспиративной квартиры. Говорит Шлоссер. Начальника фотолаборатории ко мне срочно. Алло, фрегатен-капитан. Мне нужно 20 надежных парней. Да. Кажется, начинаю.
словно охота. Охота. В нашей профессии главное не стать дичью. Кстати, однажды в Москве я... Так что в Москве, барон? Можно жить спокойно в замке, ухаживать за красивыми женщинами. Но охота... Охота – это чудесно. Только я не люблю стрелять. Все живое прекрасно. Оно создано для жизни.
Шлоссер? Капитан направляется в казино. Идите за ним. Звоните, я буду здесь. Франц приехал. Хорошо, проводи его сюда. Хельмут, убери чемодан. В чем дело, Георг? Ты мне нужен, Франц. Здравствуй. Однако трудно было тебя найти. Ты знаешь, меня не было в городе. Да-да, ведь ты ловил русских бандитов. Русские? Мы зовем их русскими, а их здесь десятки племен. Десятки племен, и все упрямые. Алкоголь расшатывает нервы, а в нашем деле требуется спокойствие. А кровь не расшатывает. У нас разная работа, господин барон. Так ведь каждому свое, Франц? Ну да. Все перебираешь бумажки. Все думаешь. Ты чистенький, чистенький, барон. Да. Капитан зашел в казино. Хорошо. Я очень чувствительный человек, Георг. Когда дома резали свинью или теленка, я всегда ужасно переживал. Из животных жизнь уходит сразу. Конечно, если режет профессионал. Ты можешь не поверить, но всегда ужасно переживаю, когда Вальтеру, это один из моих парней, приходится прибегать к помощи аптечки. Представляешь, этот скотина Вальтер смастерил целый набор разных инструментов. Там стальные иглы, всякие хитрые тесочки, щипчики. Надо видеть. Вальтер уложил свои инструменты в аптечку. Всегда надевает белый халат и резиновые перчатки. Тебе неприятно слушать? Прекрасно. Я тоже пью, когда приходится сидеть на допросах у Вальтера. Смотри. Специальные ватные шарики. Когда Вальтер начинает, я их закладываю в уши. Крик, конечно, слышен, но звук уже не тот. Не надо исповедоваться. Я не папа римской и не даю индульгенций. Франц, ты знаешь, я нашел русского разведчика. Ты взял его? Пока нет. Не забывайте, что аресты обычно производит гестапо. Обсуждая с Сергеем вариант Омега, я высказывал подобные опасения. Но Сергей убежден, что Шлоссеру невыгодно отдавать советского разведчика в руки гестапо. Какой сигнал вы ему дали? В своих сообщениях Сергей в конце шифровки не ставит точки. Когда он будет работать под контролем, он ее будет ставить. Вашими бы устами да мед пить. Как все просто, не нарадуюсь. Мы знаем, что Сергей работает под контролем Шлоссера, получает дезинформацию, выясняем истинные намерения Абвера.
Пора писать представление на ордена. Виктор Иванович, а что мы не предусмотрели? Арест гестапо. А бюро невыгодно делить добычу с СД. Да и Шлоссер из военной аристократии по своим человеческим... Ну, не надо. Знаю их кодекс чести. Захочет барон надломить Сергея и пропустит его через гестапо. Скорин, конечно, будет молчать. Никакой радиоигры. Изуродованный труп. Виктор Иванович, Скорин уравновешенный и трезвомыслящий человек. Прежде чем пойти на вариант Омега, я убежден, он все продумал. Ну, ладно. Подождем очередной шифровки. А мы, Николай Алексеевич, должны срочно направить Сергею опытного помощника. Вот моя рекомендация. Я рассмотрю. Разрешите? Благодарю, капитан. Надеюсь, я вам не помешаю. Я думаю, господин штурмбанфюрер, а думать не может помешать даже службе безопасности. Ох, эти мне фронтовики. Отчаянный народ. Что прикажете? Пиво? Пожалуйста. Капитан, я слышал, вы разыскали свою невесту. Вы в курсе моих личных дел? Я польщен, господин штурмбанфюрер. От благополучия в личной жизни каждого зависит моральный дух нашей армии. А вы философ. Господин капитан, а мое присутствие действительно не мешает вам думать? Как вы чувствуете себя после ранения? Вы очень внимательны. Благодарю за компанию. Я тороплюсь. Черт возьми. Безобразие. Ах. Чем вы расстроены? Шофер куда-то пропал. Подвезите. Адрес знаете? Прошу, капитан, зайдите ко мне в гости. Ненадолго.
Ваше личное оружие. В НКВД, наверное, тоже отбирает оружие. Вот и Шлезингер, дядя моего покойного мужа. Полковник. Погиб на русском фронте. Очень веселый человек. Любил горничных и карты. Полковник любил горничных. Давайте придумаем ему какую-нибудь иную страсть. Так. Отец моего покойного мужа, Вольфганг. Угу. Что ж вы, поручили арест капитана Магелю? Идет война, Лота. Пауль Кригер наш враг. А если бы мы попались ему в руки? Барон. О Магеле рассказывают страшные вещи. Фройлен, вы сентиментальны. Я не знала, что разведка пользуется услугами гестапо. Я предупредил, чтобы вашего знакомого не трогали. Почему моего знакомого? Выполнял задание. Мне приятно, Фройлен, что вы помните об этом, но я поступил так, как я считаю нужным. В своей работе я руководствуюсь не понятием о добре и зле. Вы знаете, Лота, я не сторонник методов гестапо. Я сам к ним никогда не прибегал, но мы не можем ссориться со службой безопасности. Барон, я так устала, я очень хочу спать, простите меня. Война с Россией не может вестись по рыцарским правилам. Это война на уничтожение. Если коммунисты ее выиграют, они сотрут Германию с лица земли. Из штаб-квартиры фюрера 3 сентября. Главное командование вермахта сообщает. Под Сталинградом наши войска в тесном взаимодействии с авиацией выбили противника из сильно укрепленных позиций и успешно отразили его контратаки. Военные объекты в Сталинграде и вокруг него, а также судоходные сооружения на Волге были подвергнуты воздушным налетам. От Советского информбюро. Юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряженные оборонительные бои с крупными силами противника, вклинившимися в нашу оборону. Все попытки немцев прорваться к городу встречают стойкое сопротивление советских частей.
Майор Симаков, для меня что-нибудь есть? Майор Симаков, для меня что-нибудь есть? Майор Симаков, для меня что-нибудь есть? Вас давно уже ждут, товарищ майор. Разрешите? Доброе утро, Виктор Иванович. Доброе. Почему вы не выполнили мое указание? Я прочел ваш рапорт. Готов выслушать вас снова. Ну и что нового, Николай Алексеевич? Естественно, ничего. Упрямство тоже не новая черта человеческого характера. Что вы пишете? Петрухин и Скорин друзья. Хорошо знают друг друга. Это серьезные доводы, Николай Алексеевич? Виктор Иванович, Скорин попал в сложные обстоятельства. По-видимому, он пошел на вариант Омега. От его душевного равновесия, от его уверенности в нашей поддержке зависит многое. А Петрухин знает характер Скорина, его привычки, его манеру работать. У них даже на одних цветах словарь составлен. Вы-то откуда это знаете? Знаю, Виктор Иванович. Все знают. Один я сомневаюсь. Раз вы все знаете, вас предупреждать не о чем. Да-да. Вы отвечаете за этого человека головой. Кофе холодный. Господин барон, уже 15 минут. Я не в казарме. Когда господин генерал с утра ворчал на кофе, значит, быть беде. Соедини меня с Магелем. Алло. Франц. Кто это? Кто это? Доброе утро, штурмбанфюрер. Для меня еще вечер, Георг. Интересуешься русским? Знаешь, он молчит. Георг, разреши мне попробовать? Нет, Франц, он мне нужен живой и нормальный. Завтра в 3 он должен быть у меня. И никаких сюрпризов. Иначе в Берлине будут знать о твоем провале с цветочницей. Хорошо, хорошо. Хорошо. Господин барон, кофе на столе. Боюсь, что вы совершили ошибку, Шлоссер. Работать с надломленным в гестапо человеком, конечно, легче. Но если Магель что-либо выжмет из этого русского, то поспеши доложить своему начальству. Тогда даже и адмирал не сможет вырвать этого парня из рук СД. Господина штурмбанфюрера я держу достаточно крепко. Как хороший скотовод, он знает свой загон. Хотелось бы надеяться. Я не ждал ни славы, ни побед. Пока друзья храпели беззаботно, я бодрствовал, глаза вперив во мрак. В иные дни прилег бы сам охотно, но спать не мог под храп лихих вояк. Порой от страха сердце холодело. Порой от страха сердце холодело. Ничто не страшно, только дураку. Для бодрости высвистывал я смело.
сатиры злой звенящую строку. Запрещенный Гейне. Любопытный выбор для кода. Да. Как дела, капитан? Еще не нашли ключевой фразы, господин фрегатный капитан. Скоро ли найдете? Надеюсь, господин майор. Угу. Установлено, господин майор, в середине книгу открывали чаще. Здесь? Да, верно. Торопитесь, господин капитан. Торопитесь. Радиограммы должны быть расшифрованы завтра к утру. Ну, как вы спали? Молчите, ну. Ну, как вам у нас? Чисто, не правда ли? Если плохо видно, то можно и такой свет. Штурмбанфюрер, капитан ваш гость или мой? Шутник. Вас не интересует, где вы находитесь? Какое звание вы имеете в Красной Армии? В этой комнате даже глухонемые разговаривают. Я знаю, что такое гестапо. Штурмбанфюрер. Смотрите, не ошибитесь. Хорошо. Вальтер, готовь пациента. Здесь не только яркий свет, но и прекрасная акустика. Обычно я затыкаю уши. Чего вы добиваетесь? Правды, капитан. Правды. Только правды. Мне известно, что вы русский разведчик.
И мне нужно знать все, что знаете вы. Не запретили вас трогать. Жаль. В кресле сидит ваш соплеменник, простой солдат. Он не рад, что вы провалились. Я мог бы отправить его в концлагерь, и человек бы жил. Но вы провалились. Я прикажу мучить ни в чем не повинного человека, пока вы не начнете давать показания. Если он умрет, на его место посадим другого. У нас есть молодые женщины, дети. Я обращаюсь к вашему гуманизму, капитан. Вы никогда не сможете себе этого простить. Мне необходимо срочно переговорить с майором Шлоссером. Вы отказываетесь. Вальтер, начинай. Что вы делаете? Что вы делаете? Зачем вы взяли щипцы? Что вы делаете? Положите щипцы! Как ваше имя? Как ваше имя? Я не слышу, как ваше имя. Положите щипцы! Что вы делаете? Положите щипцы! Положите, я вас просил! Положите щипцы! Положите! Что вы делаете? Как ваше имя? Что вы делаете? Как ваше имя? Как ваше имя? Как ваше имя? Я не знаю, как ваше имя! Ему больно! Ему же больно! Посмотрите, что мне больно ему! Что это с ним? Врача, скорее. Еле разыскал вас, Леночка. Я-то в Москве всего на несколько часов. Забежал к вам, никого. А Сергей не пишет? Ну, оно и понятно. Он же у партизан. Я вроде тоже партизанов. Здравствуйте. Скорее освобождайте станцию. Через 15 минут начнется движение поездов. Левее еще? Чуть-чуть. Ага. Хорошо. Улыбочку. Улыбнись, дядя. Сейчас будет художественное фото. Вот. Спасибо. Идите ко мне. Вот так. Может, Сергея встречу, вот обрадую. Может. Я ведь знаю, что ты к нему едешь. А мне пора. Ну, расти быстрее, герой. Ясно? Сейчас. Это у нас с Сергеем означает, что все в порядке. Держи. Скажи Сергею, что я его люблю. Люблю и жду. Скажи так. Хорошо. Ну иди, Костя. До встречи.
По всем признакам сердечный приступ произошел в результате болевого шока. Но на теле больного нет ранений или ожога, и я затрудняюсь. Есть ли опасность для жизни? Как быстро он поправится? В мирное время такой больной... Сейчас война, доктор. У человека одно сердце, ему все равно, война или не война. Хорошо, можете идти. Георг, я его пальцем не тронул. Просто психологическая обработка. У всех бывают истерики, а он был спокойный. Слушаю, Шлоссер. Берлин? Хорошо, фройлен. Я жду. Добрый день, господин адмирал. Как ваше здоровье? Вчера удалось найти хорошего пианиста. Да. Думаю, в ближайшее время организовать концерт. Да. Благодарю вас, господин адмирал. Прекрасно. Как живем? Дружно. СД существенно помогает мне в этом деле. Буду вам очень признателен, господин адмирал. До свидания. Спасибо, Георг. Спасибо. До свидания, Франц. И убери, пожалуйста, горничную из особняка, фройлен Фильбах. У меня достаточно своих людей. Хорошо. Чтобы сегодня вечером ее там не было. Хорошо. Георг, я хочу сказать тебе по дружбе. По-моему, он никакой не разведчик, а просто так паршивый интеллигент. Бредил, читал стихи, горные вершины, мглою. Такой, если бы знал, все рассказал. Оставь меня, Франц. Я понимаю, Георг, раз ты доложил адмиралу, назад пути нет. Вы свободны, Макс. Здравствуйте, Пауль. Очень рада вас видеть. Не надо, фрейлин. Я считала... И совершенно напрасно. Не стоит разыгрывать мелодраму. Лота, пожалуйста, мне кофе, капитану молоко. Мне кофе. Врачи запретили вам. Плевать я хотел на ваших врачей. Я сожалею, капитан. Не надо, майор. Вам, аристократу, сыну генерал-полковника, не пристало так беспардонно врать. Ваше имя, звание, цель заброски? Не понял вопроса. Какой же капитан вермахта будет разговаривать с майором Абвера в подобном тоне? Побывавший в гестапо. Отпускное удостоверение подлинное. В университете вы тоже учились. Но вот заключение врача. Швы на вашем бедре накладывал не немецкий хирург. Изъята рация, протоколы обыска, допроса хозяина квартиры. Перехвачены радиограммы.
вашей машине найдена книга. Радиограммы расшифрованы. Генри Гейне. Германии запрещен. А вот посмотрите это. Страшная фотография. А если ваши близкие в Москве увидят, где и с кем вы пьете кофе? Вы сняли перчатки, барон. Но шантаж изобрели не вы. Вы будете отвечать на вопросы. Пауль Кригер. Я привык к этому имени. Разведчик. Интересовался вашей Абвер-командой. От кого вы получили рацию? От цветочницы. Неправда. Я отдаю должное героизму вашего народа, но ему не устоять перед военной машиной Германии. Нашей армии... При чем тут армия, барон? Вам лучше других должно быть понятно, что фашизм обречен. На вашей родине Советы, на моей национал-социалисты. Им не договориться. Нам с вами тоже. Не убежден. Разведка всегда была. Мне поручено создать секретный канал для связи со ставкой русских. Вы мне подходите. Вы не собираетесь работать на меня. Поэтому подходите. Адмирал Канаевич человек предусмотрительный. Не вечно же нам воевать. Возможно, он захочет обратиться к Москве. А вас там знают. Верят. Адмирал думает о мире. Мне поручено создать прямой канал для связи с Москвой. Это все, что мне известно. Точно. Что я должен делать? Вы должны поддерживать постоянную связь с Москвой. Я буду снабжать вас интересной информацией. Разумеется, доброкачественной. Под моим контролем вы будете передавать в Москву интересный материал. Вы будете приносить своим конкретную пользу. На данном этапе. А дальше? Вы выполняете свое задание, я свое. Что будет дальше? Не знаю ни я, ни вы. Ключ передатчика в ваших руках. Решайте. Мне надо подумать. Я ценю в людях это качество. Отдыхайте, набирайтесь сил. Трость я вам возвращаю. Вы не считаете меня наивным, барон? Я считаю вас умным. И не забудьте, для всех капитан Кригер ищет свою невесту. Капитан Кригер свободен, абсолютно свободен.
Нет, 8 сутки не выходит в эфир, товарищ майор. Познакомился вдовой полковника Фишбах. Бываю в гостях. Намерен поселиться постоянно. Бывают информированные люди. Сергей. Мавр сделал свое дело. А вы не боитесь, майор, что локаторы засекут этот квадрат, и уйма людей поймет, что рация работает под крылышком Абвера? Хорошо, хорошо. Я подумаю. Можно работать из машины. На ваше усмотрение. Можно поздравить, барон? Фройлен, соедините меня с Берлином, с кабинетом господина адмирала. «3:18, Берлин. Берлин на проводе. Благодарю вас, Лота. Это вы, Вольф? Здравствуйте, Шлоссер. Ничего, соедините. Извините, господин адмирал, я подумал, что вы будете лучше спать, если узнаете, что племянник сегодня дал первый концерт. Ну, будем надеяться. Спокойной ночи, господин адмирал. Спасибо. Концерт – это шифровка? Вы так определенно об этом доложили. Поверьте моей интуиции, барон. Мы не должны в такой степени доверять капитану. Вот и займитесь своим делом. Не забывайте, что Пауль ваш гость. Его душевное равновесие и тяга к жизни – непременные условия нашей операции и ее успеха. Он должен полюбить этот дом. И не будем забывать, что он мужчина. Текст передан без изменений, господин майор. Должен быть условный сигнал о работе под контролем. Ищите. Слова не переставлены. Ничего не добавлено, господин майор. Порядок слов. Все знаки препинания. Этот текст мы ему дали, а этот он передал. Да, господин майор. Все верно. Либо я ничего не понимаю в людях, либо сигнал о работе под контролем есть. Но вы же сами составляли текст, господин майор. Составлял. Покажите мне шифровки, переданные им ранее. Пожалуйста, господин майор. Вот он. Точка в конце текста. Русский никогда не ставил в конце текста точки. Я ее поставил, он ее передал. Расчет на немецкую аккуратность. Найдите в записи, где эта точка. Вот она. Вырезайте.
Передадим шифровку завтра без сигнала о работе под контролем. Капитан был уверен, что работал в эфир, а Москва до сих пор не получала его шифровки. Москве придется еще одни сутки подождать. Где он этот день? И на каком календаре, как пламя, он олеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти, я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой. Победный день, где он этот день? Я до него готов ползти сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне бы дотянуться до него через года. Где он этот день, когда же к людям он придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре, как пламя он олеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти, я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой. Победный день.